Всем большой привет! Меня зовут Катя. Добро пожаловать на мой канал. Примерно месяц назад одна моя подруга из Лондона прислала мне посылку, и это был большой-большой сюрприз, потому что она сказала, что пришлет мне всего лишь реснички, но прислала огромную коробку всяких интересных вещей, и я очень долго это все рассматривала. Я была настолько счастливой, как обычно, наверное, дети радуются какому-то подарку на Рождество, вот так и я радовалась. Она мне послала даже разные бутылочки и всякие наполнители для этих бутылочек, зная, что мне нравится это делать, разные вещи для декора, разную крафтовую бумагу, плюс еще разные бомбочки для ванны и кучу всего приятного. И у меня сразу тогда появилась такая идея фикс. Я должна тоже ей послать посылку, и эта посылка должна быть суперской. А сейчас хочу вам показать, что же я ей пошлю. Может быть, для того, чтобы вдохновить вас, если вы будете тоже такие посылки отправлять кому-то. В самом верху моей посылки будет вот такая коробочка, и здесь написано «Открой и прочитай первую страницу». Это такая ниточка шерстяная и альпака, шерсть альпака здесь. И у меня вот сейчас такой огромный клубок есть, и я потихонечку использую эту нитку. И давайте откроем и посмотрим, что же здесь. Это вот такой милый блокнотик. Мне понравилось, что он в таком немножко стиле путешественника. Возможно, это будет travel journal у нее, или просто будет писать какие-то заметки. Якорь и штурвал. Здесь интересный переплет, мне понравился. Я решила не использовать пластиковые пакеты, а купить материал. И я купила вот такой вот прикольный лен, очень нежный и такой дырчатый, воздушный, можно сказать, и цвет очень приятный. Я сделала такие маленькие пакетики, сумочки для нескольких из моих вещей. Вот, а эту часть я оставила, возможно, буду использовать для разных фотосессий, или маленькие кусочки буду клеить в свой bullet journal или в книгу теней. Вот такие мешочки я сделала, сшила из льна. Они не очень крепкие, но как просто декор, и вместо пакета это, по-моему, очень хорошая замена. И здесь решила закрывать маленькой золотистой булавкой. И маленькое послание, они мне показались очень-очень милыми. А внутри две пары очень милых носочков. Я знаю, наверное, странно дарить носки, но, по-моему, носки — это такая вещь, которая нужно, всем пригодится, наверное. И плюс у них очень классный состав оказался, и они действительно выглядят очень мило. Следующее, я зашла в Organic Shop, и я подумала, вот моя подруга живет в Лондоне, и, наверное, там русскую косметику не так легко найти, так что why not? Почему не подарить ей что-то русское? Приглянулся вот этот комплект. Здесь ультрапитательная маска-паста для лица и сыворотка постактиватор для лица от Кафе Мими. Я не использовала, но выглядит довольно мило, и надеюсь, это что-то хорошее. Проходила мимо такого маленького бутика с разными блокнотиками и так далее, и мне приглянулись вот эти наклеечки с арбузиком. Прикольно, там напоминалки всякие можно клеить. Мне понравились вот эти scented bag, ароматные подушечки, которые можно поставить в комнату, и комната будет пахнуть, в моем случае, лавандой. Мне очень нравится запах лаванды, и он очень полезный, потому что он успокаивает и помогает заснуть. Даже лаванду часто ставят в мешочек для сна. Следующая вещь. Я вот
тоже сделала пакетик для нее. Здесь на булавочке есть сообщение «Продолжай рисовать». Здесь внутри 3 такие подставочки с маленьким-маленьким полотном для рисования. И моя подружка просто мне сказала, что она любит рисовать акрилом, и, по-моему, это очень классная идея рисовать такие маленькие картинки и держать их для красоты или дарить кому-то. Очень здорово. Я бы сама порисовала на таком, выглядит довольно стильно. Я, конечно, не могла не послать из Молдовы конфеты. Мне очень нравятся молдавские конфеты, и в последнее время меня радует то, что все больше и больше на полках я вижу разные сухофрукты в шоколаде и еще и с орешками. И вот мне приглянулась такая коробка, это чернослив с орехом грецким, и все в шоколаде, очень-очень вкусно, и прям нюхаю, слюнки текут. Коробка очень прикольная, я написала «Приятного аппетита». Я проходила мимо лавки с корейской косметикой. Мне очень нравится корейская косметика, правда не вся, но маски корейские это просто бомба, они все выглядят так мило, и они, не знаю, какие-то чудо-маски, потому что после них действительно эффект очень классный. И я купила разные витаминные маски и разные успокаивающие, увлажняющие. И больше всего мне приглянулась и понравилась вот эта маска с бульдожиком. Прикол в том, что она в виде бульдога, и когда ее одеваешь, выглядишь как собачка. Очень забавно. Это питательная маска, и я написала на этом конверте: не забудь сфоткаться с маской песика. В Organic Shop я также прикупила вот такой классный скраб. Я им сама пользовалась. И это какая-то польская компания Доктор Конопкас. И прикольный, нежный и пахнет классно. Мне очень нравится, поэтому решила купить его. Еще в Organic Shop я купила рецепты бабушки Агафьи. Мне не все продукты нравятся от нее, но мне нравится именно уходовая в плане для ванны, там для бани. У меня было мыло для бани, такое черное, и оно очень прикольное. И я купила ореховое мыло для волос и тела и ореховый скраб для тела. Они пахнут просто бомбезно. И прочитала, конечно, состав. Я всегда читаю состав, и состав довольно хороший здесь. Почти все натуральное, и надеюсь, ей тоже понравится. У нас в Кишиневе, в центре города, есть такой классный базарчик, где люди продают разные свои изделия, там продаются картины, там продаются разные скульптуры, и очень много всего, очень много символики страны, очень много разного, в общем, разного добра молдавского. И я купила подруге вот такого совенка. Это сделано одним молдавским мастером из дерева, и он выглядит мило, и это такая фигурка, как «Привет из Молдовы». Следующее, это, наверное, немножко странная вещь, чтобы дарить, но так как я вам сказала, я решила дарить то, что нравится мне, чем я пользуюсь, и то, что я бы себе купила. А это проверенное средство и очень хорошее. Это масло льна, 100%, неразбавленное, и оно очень-очень полезное. Я сама очень долгое время его принимала, и надо сейчас, кстати, возобновить. Я вначале, если честно, думала купить его для себя, но потом подумала: нет, это я подарю, а для себя куплю немножко позже. Из-за ее
комплекса полезных веществ, масло льна очень хорошо влияет на красоту женскую, на кожу, на ногти, на волосы, и его можно также и внутрь принимать, и делать разные масочки. Я выписала здесь действия льняного масла, и они такие иммуномодулирующие, антиоксидантные, регенерирующие, противоопухолевые, антистрессовые и так далее. И как использовать. Лучше употреблять в холодном виде, да, его не советую там жарить или варить с ним. Лично я использую 1 столовую ложку в день с утра перед едой. Следующее, не уместилось в пакет, это такая милая вазочка. Я увидела в магазине и сразу подумала, да, надо купить. Она немножко такая под старинку. И здесь послание для подружки. И здесь написано: камни из Греции, шишки и ракушка из Шотландии. Эти белые камешки мы насобирали в Греции. Вот эта маленькая ракушка, точнее пол ракушки, но выглядит очень мило. И шишечки я насобирала в Шотландии. Вот. И теперь они едут к подружке. Это такая ленточка в молдавском стиле. И я ее взяла на всякий случай, возможно, использую ее сверху коробки, чтобы было красиво, или просто, не знаю, намотаю, подарю просто ленточку. Кстати, интересно сочетается с моими ногтями. Да. И среди последних подарков, которые я для нее приготовила, не знаю, может быть, вы в курсе, но, наверное, в курсе, да, если смотрели предыдущие мои ролики, что я очень люблю вязать крючком. И я решила, что будет здорово, если у моей подруги будет кое-что, связанное мной. И связала ей тату-чокер. У меня тоже есть такой тату-чокер, я себе тоже сделала еще где-то год назад. Схему нашла в интернете, но забыла, где нашла. Так что немножко позже покажу вам и схему, которую я сама нарисовала. Вот так это выглядит. Вот. Это 100% катон, и мне нравится узор такой немножко романтичный. Вот этот вот кулончик я выбрала сердечко с замочком, тоже такой девчачий, романтичный, прикольный, и, по-моему, всем подойдет. Сзади я сделала типа пуговичку, тоже сплела ее, и уже подружка сама отрегулирует размер и завяжет, сделает себе такую петельку, такую, какую ей нужно, чтобы подходила под ее шею. В общем, так, а если не захочет носить как тату-чокер, его можно, конечно, в любой момент использовать просто как браслетик. Подарок, сделанный своими руками, по-моему, самый ценный. И так как я сказала, я потеряла схему, которую я нашла в интернете, поэтому я попробовала нарисовать для вас. Я, конечно, не спец в рисовании схем, тем более для вязания. Если вы любите тоже плести крючком, надеюсь, вы поймете, что я имела в виду. Если что, пишите в комментариях, я вам объясню или нарисую новую схему. В общем, это выглядит так. Да, и делается довольно просто. Последний подарок, который я поставлю в коробочку, это, наверное, немножко странно, но это крючок. Моя подружка не может вроде как вязать крючком. И здесь написано: вдруг ты захочешь научиться вязать, потому что я знаю, что у нее появится такое желание, потому что она этим похожа немножко на меня. Ей нравится все новое, познавать новое, учиться новому. И этот крючок будет как толчок, чтобы она тоже попробовала это дело, потому что, не знаю, если кто-то из вас плетет,
вы, наверное, понимаете, насколько это классное занятие, потому что можно параллельно смотреть какой-то фильм, и это так успокаивает, так классно, и плюс еще получается что-то прикольное из вещей, это просто бинго. Ну, вот и все, это все вещи, осталось только поставить все в коробку, упаковать красиво, и надеяться, что ей все эти вещи понравятся. Я только что вернулась из магазина, где мне упаковали подарок, и только что я заметила, что они неправильно поставили бумагу. Здесь есть определенный рисунок, эти птички сейчас вверх ногами. Очень жаль, что я не заметила тогда, ну ладно, придется так посылать. Они просто ее упаковали, а я уже привязала потом ленточку и написала послание. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, вам было интересно смотреть, и что это видео вдохновит вас сделать что-то приятное для ваших родных, близких и для ваших друзей. Большое спасибо, что были со мной, большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. До новых встреч, пока-пока!